Всем привет! Я Дима, тимлид команды продуктовых дизайнеров. Часто свои идеи я презентую в Figma. На мой взгляд, Figma более удобный и гибкий инструмент, чем Keynote или PowerPoint. А в этом видео я расскажу, как я сам делаю презентации на очень простом примере. Если видео будет полезным, не забывайте подписываться, ставьте лайки и задавайте ваши вопросы. Давайте начинать. Так, первое, с чего стоит начать презентацию, это сделать слайд. Для этого горячая клавиша А и выбираете в разделе Presentation слайд 16:9. Это наиболее популярный размер. Есть еще 4:3, по-моему, это для проекторов, но всегда я делал 16:9. Итак, можно нарисовать сетку. Что это, для чего нужно? Это чтобы соблюдать примерные какие-то отступы. Можно сетку потом придерживаться, то есть тут у всех разный подход. Я, например, немного смотрю визуально, как получается. Сетки придерживаюсь уже, наверное, в финале. Могу поправить, посмотреть, как эти слайды выглядят. Не стоит точно делать так, что вы нарисовали сетку, вам кажется, что на первый взгляд у вас получается хуже, но вы строго придерживаетесь сетки. Нет, сетка это как помощник, а не правило. Поэтому используйте правильно. В этом видео у меня будет однородный темный фон, но в одном из прошлых видео я показывал, как сделать классненький такой фон, и достаточно быстро вы можете посмотреть по ссылке, которая сейчас появилась. Вот, поехали дальше. Простой фон. Первый слайд у нас будет большой заголовок, имя спикера, может быть логотип. Это заголовок, он будет максимальным шрифтом. Используя Shift Open Rand, можно поискать другие. Open Sans тоже классный шрифт. Этот шрифт бесплатный, его можно скачать, по-моему, он на GitHub есть. Если что, есть такой ресурс Google Fonts, там бесплатные шрифты, вы их оттуда можете использовать. Вот. Давайте посмотрим, какой шрифт нам здесь подойдет. Но в целом может быть. И выберем начертание такое более плотное. Далее я бы в углу расположил, как делают это обычно в презентациях, кто будет выступать. Так, размер шрифта здесь будет небольшой, например, такой. Так, сделаем еще поменьше и начертанием попроще. И обычно ставят должность. Делаю все через автолайауты, так удобнее работать потом. Фоточку увеличим. Смотрим на слайд. У нас примерно получается такое. Давайте здесь немного уменьшим акцент. И, может быть... Хотя нет, нормальное расстояние. Вот такой первый слайд у нас получился. Едем дальше. Следующий слайд, как часто бывает, бывают слайды с фоткой и с буллетами. Значит, давайте воспользуемся плагином Content Reel. Мы какой-нибудь сейчас возьмем текст для буллетов. Сделаем размер шрифта 40. Это же не 40. Да, странно. Так, 40. И мы сделаем это списком. Можно буллеты самим нарисовать, но я не вижу сейчас смысла в этом заморачиваться. Если хотите какие-то особенные буллеты, то сделайте. Я бы еще поднастроил, то есть отступ увеличил бы и
Размер шрифта я бы сделал менее акцентным, может быть даже регуляром, и еще бы я поджал еще больше отступы. Вот так уже мне нравится больше. И смотрите, такая особенность. В этой части размещают фотку, ну, либо наоборот, в этой части размещают фотку, а здесь пишут какие-то преимущества. Вот, что ж, давайте пойдем и поищем фотку. Для этого я сейчас быстро воспользуюсь плагином Icon. Я сейчас воспользуюсь плагином Icon 8. У него есть иллюстрации, у него есть фотки, у него есть иконки. Вот, очень крутой плагин. Выберу бесплатное изображение. Ну и, допустим, пусть это будет вот такой вот монитор. Очень большого размера. Сейчас мы его сюда впишем. Значит, что у нас есть? У нас есть изображение, которое в принципе нормальный слайд, но иногда хочется добавить каких-то спецэффектов. Для этого можно сделать еще маску. Что это из себя представляет? Я рисую прямоугольник, горячей клавишей R, Rectangle, рисую, куда я делся, объединяю эту в группу, Command-J, и нажимаю «Использовать как маску». Далее я беру эту маску и немного нажимаю Enter и немного там деформирую. То есть уже как бы получается такой эффект такой вот фоточки, я не знаю, как его описать. Вот, можно сделать какой-нибудь полукруг. Можно еще к этому всему, я возьму в группе, добавить, значит, эффект тени, но можно не тени, а наоборот такой внутренней тени. Сейчас покажу, как это выглядит. Делаю специально красную, чтобы видеть, где находится этот блюр. И теперь то есть смотрите, здесь такой наезд, как бы плавный на это все. Можно таким образом сделать условно плавный переход из фотки в эту бэкграунд. Вот, например, так. То есть, если у вас какая-то фотка, которая сочетается с бэкграундом, здесь не самый лучший пример, но вот можно таким образом сделать размытие. Ну и там подкрутить получше, потому что здесь все-таки видно эту границу, она яркая, прозрачная. Есть и другие способы, можно градиент наложить на самом деле, тут, в общем, вариантов масса. Я хотел показать, конечно же, маску, которую можно сделать. Еще можно сделать ее же не такой простой, как я вам нарисовал, да, можно сделать что-нибудь посложнее. Сейчас давайте уберу этот градиент. И мы маску еще можем покрутить немножко и двигаться дальше. Так. Например, можно сделать что-то такое полукруглым. В этом случае, кстати, текст немножко хочется сдвинуть вниз, потому что, ну вот как бы хочется эти два элемента уравновесить. Вот, поехали дальше. Что
Что у нас? Ну не забывайте, что можно спокойно поменять местами вот эти вещи. Вот эту вещь придвинуть сюда, это поставить в начале, и тоже вполне будет работать. Вот. Ну и иногда бывает заголовок. Давайте примерим заголовок. Заголовок здесь в этом случае должен быть поменьше, но побольше текста. Насчет выступов вот этих буллетов за пределы сетки. Есть две школы. Одни считают, что они должны быть так, другие так. В общем, тут смотрите, как вы хотите, так и делайте. Третий слайд будет у нас про преимущества. Давайте на основе этого слайда сейчас все сделаем. О чем будет третий слайд? Третий слайд часто делают там типа 3 опции, преимущества 1, 2, 3. Вот, и какие-нибудь там иконки, иллюстрации и так далее. Сейчас мы это повторим. Начнем, конечно же, с шрифта. Сделаем все это поменьше, потому что этих преимуществ будет 3. И мы... Конечно, по-хорошему нужно, чтобы стили чередовались. Об этом я как-нибудь расскажу в другом видео, как сделать аккуратно, или если вы делаете шаблон. Мы сейчас на быструю руку делаем вариант. Так, у нас есть, значит, все я делаю через автолайауты. Далее мы запускаем плагин, про который я уже говорил, Icon 8. И идем, во-первых, здесь есть иллюстрации, есть иконки. Мы можем использовать какие-нибудь тут иллюстрации. Ну вот иконки мне не хочется использовать, если честно. Там вот какая-нибудь... Но вдруг вы захотите что-то сделать, какие-нибудь прикольная, кстати, иконка. Не знал, что у них такое есть, типа пластилиновое. Вот, можно такое использовать. Есть вкладка иллюстрации. Можно пойти в иллюстрации, какой-нибудь тут, не знаю, стиль выбрать и использовать. Ну вот такой стилек сейчас очень популярен. Давайте здесь мы его примерим. Так, здесь типа люди жмут друг другу руки. Видите, здесь СВГ можно за деньги купить. Для коммерческих продуктов это очень круто. Так, я вставил иллюстрации. Смотрите, еще маленький, но важный момент. Если вы их используете, то вы должны указать ссылку на Icons 8. Имейте это в виду, не забывайте, это тоже чья-то работа. Так, здесь иллюстрации не очень хорошо сделаны в плане веса и размеров друг друга, они просто разные, поэтому тут нужно их уравновесить. Вот эту иллюстрацию можно сделать чуть-чуть побольше. Так, во-первых, мы это объединим в автолайаут, выровняем по центру. Так, и по горизонтали, значит, дальше все иллюстрации поднимем наверх. Поскольку у нас одинаковый шрифт, размер блоков снизу и заголовков, то мы сделаем выравнивание по низу, но в жизни бывает не так все просто, поэтому тут нужно смотреть по ситуации. Вот такой у нас получился слайд с преимуществами. Благодаря плагину Icon 8 вы можете здесь сделать крутые какие-то иллюстрации, найти, что вставить, можете вставить иконки, ну, в общем, там большой выбор.
Вот, можно отрисовать самим, но это займет больше времени. Так, это второй слайд. Здесь может быть какая-то фотка. Давайте тоже. Второй слайд мы разобрали с иллюстрацией, разобрали иллюстрацию во весь блок, разобрали, что можно сделать с маской, и давайте я вам еще покажу быстренько, как можно сделать, вдруг вам нужно будет иллюстрацию всю вписать. Вот. Так, для этого можно сделать чуть-чуть по-другому. Я по-прежнему обрезал края, и здесь добавить скругление. То есть будет не так, хотя не так классно. Мне кажется, во всю высоту иллюстрация будет лучше вписываться. Можно использовать и такой вариант, если важно показать фотографию в горизонтальном формате и оставить буллеты и прочее. Хотя вот мне кажется, лично мой вкус, во всю высоту эта иллюстрация лучше смотрится, как-то прикольней. Вот, последний слайд. Обычно он, как и первый, типа «спасибо» и какой-нибудь QR-код. Вы генерите картинку, используете QR-код. Здесь же, наверное, там часто про спикеры можно по-прежнему разместить. Спасибо, там, не знаю, какой-нибудь там сайт зашифрует, типа присоединяйтесь. Я напишу подписывайтесь. А QR-код это я откуда-то просто взял, скопировал, поэтому QR-код не рабочий. Мы здесь увеличим размер шрифта. У нас используется белый цвет. На самом деле можно сделать что-нибудь такое. И это перенести этот цвет на другие блоки, чтобы презентация, какую-то там стилистику свою имела. Вот, сейчас я вам покажу, как это. Меняем цвет везде. И здесь подписывайтесь, делаем белым. И увеличиваем. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Ну что ж, QR-код. Вот эти элементы хочется немножко растащить, то есть чтобы это все было по углам каким-то. Вот в данный момент сейчас все выглядит на слайде, плюс-минус одинаково, непонятно куда смотреть. Чтобы такого элемента не было, нужно выделить, что главное. Возможно, главное у нас QR-код все-таки, и мы на него сейчас сделаем больше акцент. То есть мы его перенесем сюда. Спикера мы перенесем в другой край. Здесь шрифт сделаем regular. Выровняем. Так, посмотрим на сетку. Сетку мы почти даже соблюдаем. Наверное, как-то так я бы сделал. То есть вот такой слайд. Чуть еще повыше, чтобы было понятно, к чему относится. Такой у нас получился последний слайд. С QR-кодом, например, со спикером и со словами благодарности. Это слайд с преимуществами, можно тут поменять и использовать.
слайд с фотографиями может иметь такие вариации. И первый слайд с заголовком и с пикером. Вот и все. Мы научились делать простую презентацию. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки. Исходники всей фигмы, которые мы делали, будут в описании. Переходите, скачивайте и повторяйте все, что мы делали, чтобы навык создания презентации у вас лучше сформировался. Всем пока!